Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ответом на статью бывшего заместителя государственного секретаря США Джеймса О'Брайена, опубликованную в Европейском совете по международным отношениям. В своей публикации американский дипломат затронул тему соглашений, достигнутых Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне при посредничестве США, и сделал ряд весьма резонансных заявлений. По словам О'Брайена, Вашингтон фактически оплатил авансом мирные гарантии Алиева, дав ему возможность продемонстрировать успехи без серьезных уступок с азербайджанской стороны. Он утверждал, что Армения оказалась в уязвимом положении, а окончательное мирное соглашение вряд ли возможно в ближайший год из-за требования Баку об изменении Конституции Армении. Ответ Пашиняна носил резкий и персонализированный характер. Премьер-министр напомнил, что Джеймс О'Брайен покинул свой пост в Госдепартаменте после прихода к власти Дональда Трампа и теперь вынужден объяснять, почему администрация, в которой он работал, не смогла реализовать задачи, которые позже были решены другими. По словам Пашиняна, Армения была наиболее уязвимой именно в годы, когда О'Брайен занимал высокую должность, и напомнил об атаках на армянскую территорию в 2021, 2022 и 2023 годах, когда реакция США не соответствовала ожиданиям Еревана. По его мнению, неспособность учитывать геополитические реалии и региональные нюансы стоила О'Брайену должности в Госдепартаменте, а его сегодняшние заявления не имеют серьезной ценности. Если он потерял работу, ему следует заняться самоанализом и не перекладывать ответственность на Армению, подчеркнул Пашинян. Он также заявил, что сегодня Армения находится в наименее уязвимом состоянии за всю свою историю независимости, начиная с 1991 года. Такая оценка вызвала неоднозначную реакцию, учитывая, что страна пережила тяжелые последствия войны 2020 года и потерю контроля над Нагорным Карабахом. Отметим, что Пашинян в своем видео показал, что также получал от Дональда Трампа символическое фото с надписью, аналогичной той, которую ранее получил Алиев. «Никол, ты великий лидер». Этот жест он назвал иллюстрацией того, что дипломатические символы и личные комплименты не должны восприниматься как стратегические гарантии. Премьер-министр коснулся и вопроса возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что после подачи заявки на вступление в Европейский Союз страна не сможет оставаться одновременно в двух интеграционных блоках. По его словам, окончательное решение будет зависеть от политической воли народа, внешнеполитической ситуации и оценки возможных альтернатив. Такая постановка вопроса фактически демонстрирует готовность Еревана двигаться в сторону Запада, что вызывает тревогу у Москвы и Тегерана. Пашинян подробно остановился и на содержании Вашингтонской декларации, подписанной 8 августа при посредничестве США. По его словам, документ не является масштабным соглашением, а представляет собой всего 5 пунктов, где зафиксированы лишь ключевые принципы: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, нерушимость границ и взаимность. Он подчеркнул, что никаких других обязательств Армения на себя не брала, и разговоры о дополнительных уступках являются домыслами. Также премьер-министр сообщил, что после подписания декларации предметных обсуждений не велось, а к более конкретным переговорам стороны могут вернуться не ранее сентября. Тем временем в региональной повестке активизировались и другие игроки. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан намерен претендовать на часть замороженных российских активов за рубежом, аргументируя это не только экономическими потерями своей страны из-за Москвы, но и необходимостью компенсировать помощь, которую Баку оказывал Украине с первых дней войны. Параллельно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о строительстве железной дороги Карс – Гдыр-Аралык-Дилуджу, назвав ее ключевым элементом Зангезурского коридора и проектом мира для всего региона. Стоимость проекта оценивается в 2,4 миллиарда евро, а его реализация должна связать Каспийский и Средиземноморский бассейны, усилив позиции Анкары и Баку в транспортной архитектуре региона. Эксперты в Ереване и Тегеране считают, что Турция и Азербайджан стремятся перехватить контроль над региональной логистикой, исключив Армению и Иран из ключевых маршрутов. В Ереване отмечают, что заявление Алиева о сохранении границы с Ираном
носят манипулятивный характер. На деле Анкара и Баку закладывают альтернативные маршруты, которые делают Ереван и Тегеран зависимыми от их воли. В этих условиях Армения должна срочно реализовать собственные проекты, включая дорогу север-юг, либо привлечь внешних инвесторов, чтобы сохранить стратегическую автономию. На этом фоне американский экономист Джеффри Сакс выступил с резкой критикой, заявив, что возможная передача южных территорий Армении под контроль НАТО или США фактически втянет страну в конфликт с Ираном. По его словам, это будет означать прямое участие Армении в противостоянии США, Израиля и Азербайджана с Тегераном, что является крайне опасным шагом. Отдельные дискуссии вызвали заявление Пашиняна о карабахском движении. Премьер-министр назвал его советским продуктом, мешавшим независимости Армении. Подобная интерпретация вызвала волну критики, поскольку именно карабахское движение стало фундаментом армянской государственности и независимости. По мнению национальных сил и ряда экспертов, подобные заявления направлены на оправдание уступок последних лет, превращение капитуляции в стратегию и переписывание национальной истории. В их логике отказ от Арцаха равносилен отказу от самой идеи независимости, что угрожает будущему армянской государственности. Новый импульс обсуждениям придал опубликованный Архивом национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона документ «Стенограмма встречи президентов США и России Билла Клинтона и Владимира Путина 4 июня 2000 года». В ходе переговоров обсуждался и карабахский конфликт. Клинтон прямо заявил, что урегулирование конфликта могло бы укрепить позиции России, упростить примирение Армении и Турции и предложил Москве содействовать процессу. Он напомнил, что Ереван тогда опасался потери границы с Ираном, а американская сторона предлагала компромиссы в виде эстакад и безопасных коридоров. Впоследствии эти идеи трансформировались в так называемый Ки-Уэстский план. По этому плану Арцах сохранил бы связь с Арменией через Лачин, Нахичеван получал проход через Мегри, а армянская армия выводилась из 7 районов. Особое значение стенограммы заключается в том, что она подтверждает ведущую роль США в процессах того периода, а также демонстрирует, что именно опасения Еревана за сохранение границы с Ираном были главным фактором торможения переговоров. Примечательно и то, что в армянском МИД отсутствует Ки-Уэстский документ, что дает почву для политических манипуляций внутри страны. В совокупности эти процессы демонстрируют, что Южный Кавказ остается ареной пересечения интересов глобальных игроков. США и ЕС стремятся расширить свое влияние. Турция и Азербайджан укрепляют позиции через инфраструктурные проекты. Россия теряет возможности, а Иран пытается защитить свои стратегические рубежи. Армения же вновь стоит перед выбором – продолжать балансировать между союзами или окончательно сделать ставку на Запад. Этот выбор определит будущее страны и ее место в новой архитектуре региона. Пишите свое мнение в комментариях, делитесь впечатлениями и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных событий как в мире, так и в нашем регионе.